Привет вам, дорогие друзья из Диншуя. Сегодня у меня появилась возможность побыть немного подольше в этом замечательном городе. Это керамический центр провинции Юннань, один из самых крупных на данный момент центров в Китае, где делают интересные изделия не только массового потребительского сектора, но и какие-то более, скажем так, сложные изготовления. Это гуньепин, то есть изделия, которые можно отнести к мастерству уже более высокого плана. В Диншуе мы были уже не раз. Здесь мы сотрудничаем с несколькими мастерскими, в том числе делаем и собственные тоже серии чайников. Сегодня я оказался в мастерской, которая специализируется на доработке изделий, то есть они делают именно чайники. Иногда эти чайники называют хуаху или чайники, имеющие, скажем так, природные формы и более сложный какой-то орнамент, может быть, какие-то разные интересные экспериментальные формы и так далее. То есть, как правило, это что-то такое, то, что нельзя назвать массовым изделием. Хотя, конечно же, тоже они делаются серийно, то есть один мастер, например, сидит и может изготавливать там 5-10 одинаковых изделий, но в любом случае это не тысячи изделий, потому что это ручная работа. Один чайник делается несколько часов. Мастер талантливый, в зависимости от сложности работы, может сделать там от 2-3 до, может быть, там 4 чайников максимум в день. Некоторые чайники, наиболее сложные, бывает делают целый день. Например, сейчас я здесь нахожусь уже около 3 часов, и, собственно, все это время молодой человек слева от меня делает один чайник, и молодой человек напротив меня тоже делает один и тот же чайник. Причем, что это было не с самого начала я их застал, то есть работа кропотливая. Сложность орнамента имеет значение, но и, конечно, вот это вот доведение. То, как дополировываются многократно самыми разными губочками, палочками, какими-то маленькими пластиковыми кусочками, используются самые разные материалы, только дополировывается действительно так очень кропотливая работа. Можно, конечно, делать изделия с разной степенью сложности, разной степенью доработки. Ну, конечно, каждый мастер старается сделать как можно лучше. Лучше сделаешь, быстрее продашь, быстрее сделаешь слово. Конкретно здесь, кстати, эта мастерская интересна тем, что это не то, что там какой-то один мастер, это, по сути, некий владелец магазина, который сделал себе небольшую такую мастерскую, нанял туда работников, работает там сам, работает его семья, и вот у них еще 4 человека на подмастерье, которые тоже помогают. То есть это такая небольшая мануфактура. Ну, конечно, это именно вот мастерская, заводом это ни в коем случае не назовешь. Кроме того, у них есть еще другое, соответственно, производство, с которым они сотрудничают. Мастера именно делают, поставляют им какие-то заготовки, которые они в дальнейшем доводят. Но многие изделия делаются не полностью вручную. То есть, например, как раз только что мне один из владельцев, собственно, вот этой мастерской показал, как он делает полностью, с нуля вручную форму. После этого уже эта форма дается ребятам, которые сидят здесь вручную, доводят ее до ума. То есть делается на гончарном круге все здесь, не делается никаких пресс-форм, ничего этого нет. У них просто вообще даже оборудования такого нет. У них из электрического оборудования единственное, что есть, это гончарный круг. Все остальное делается вручную. И, кстати, я уже много раз, когда здесь бывал, отмечал этот фактор, что именно в Диншуе это такое большое преимущество, в отличие от многих других керамических центров, что здесь действительно прям это даже больше именно ручного, чем машинного, больше, то есть меньше таких вот массовых изделий. Хотя, конечно, тоже это есть, особенно когда производят какие-то чашки, какие-то более такие простые изделия, имеющие такую особо большой художественной ценности. Кстати, еще из интересных нюансов, как говорится, каждый раз приезжаешь, каждый раз видишь что-то новое. Уже слышал в нескольких здесь местах то, что все больше и больше начинают приезжать сюда мастеров из Индонезии, потому что там есть некий переизбыток вообще, скажем так, и количество студентов там очень большое, там много преподавателей, много частных преподавателей. Здесь, наоборот, есть такой дефицит некий, потому что местные мастера, они еще буквально вот там несколько лет назад, у них уровень изделий был невысокий. То есть, конечно же, были мастера, кто делал здорово, но их были единицы. Но сейчас, на самом деле, Диншуй такой идет рост очень активный, причем даже по сравнению с другими керамическими центрами здесь такой некий ренессанс. Видно, что это притянуло очень многих и работников из других провинций, из той же отрасли керамической, да, и гончарной отрасли, и притянуло новых бизнесменов, которые открывают какие-то магазины, открывают заводы, то есть какой-то здесь идет рост. Он, конечно, не назвать его огромным, по-прежнему это все равно еще неизвестно на весь Китай и Син там и так далее, но такую вот тенденцию наблюдаю.
Ох, непривычно. Обычно просто в Китае достаточно тепло. Вот, я обычно приезжаю весной, осенью, зимой немного реже. Холодно, мне даже пришлось пуховичок сегодня одеть. Вот, но здесь, собственно, у нас шоурум, магазинчик от этой самой мастерской. Выставленные изделия самые интересные, да и не только интересные, есть и неинтересные абсолютно. Вот, ну, по крайней мере, на мой вкус. Как, собственно, я выбираю чайники, я, конечно, сначала знакомлюсь с человеком, смотрю, что за вообще люди, вот, какое качество у них работы, насколько они вообще адекватны в плане представления о соотношении качества своей работы, цене за свою работу, но потом уже как бы начинаем только сотрудничать. Хотел показать некоторые изделия, которые меня вот в эту поездку как-то зацепили, показалось это интересным. В принципе, здесь представлено очень большое количество разных вот этих вот хуаху, то есть чайничков таких природных всяческих форм, таких вот пенечков. По-прежнему очень распространенная форма, хотя уже давно не новая. Диншуйские чайники, вообще чайники именно в этой мастерской мне очень нравятся тем, что сделано действительно здорово в плане слива, в плане вот именно мастерства и при этом какой-то более-менее адекватной цены, потому что в основном чайники, которые вот так, скажем, сделаны хорошо, они стоят заметно дороже, чем здесь. Ну, то есть у нас это в России со всеми сложностями доставки и прочего будет около где-то от 6 до 9 рублей, до 10, может быть, чуть дороже 10, там некоторые отдельные чайники. Что я считаю очень здорово, потому что чайники действительно классные, все они абсолютно полностью вручную сделаны, никаких станков. Даже несмотря на то, что некоторые изделия серийные, все равно даже вот мы там 1, 2, 3 чайника купили, в следующий раз уже таких же, скорее всего, не купишь, потому что делается какое-то ограниченное количество именно похожих чайников. Потом постоянно какие-то эксперименты, что-то новое. Вот. Ну, точнее, вот с этими ребятами мы уже пару раз работали, но это далеко не единственное, естественно. Вот что и хорошо, то, что в Китае постоянно может быть в поиске, встречаться со старыми, снова с новыми работать. Я думаю, что в этой мастерской, может быть, мы позже немного закажем партию чайников наших фирменных, вот, но сейчас, может быть, какое-то количество отправим местных. Вот это тоже очень приятный чайник, мне лично тоже очень нравится, такой вот древесной формы, вот, не знаю, оригинальный. Чайнички всякие такие вот тоже есть. С японской, на японской снимание ручкой. Но, кстати, сделана ручка очень здорово. Тоже вот берешь, никуда она не девается, все с ней хорошо, комфортно, удобно. То есть это прям приятно в руках держать, действительно. Еще вот такое вот изделие тоже привлекло мое внимание. Необычная очень ручка, но при этом надо сказать, что держать тоже достаточно удобно. Сделан очень хороший носик, очень такой, может быть, внутри сможет такие большие дырки, немножко грубоватый, да, но при этом прям такой слив, что слив. То есть в этом чайнике точно все будет хорошо проливаться. Вот. И еще, кстати, вот интересная серия, которую мне хотелось рассказать, это цайшао, то есть дровяной обжиг. Вот. Причем эти чайники дровяного обжига, они делаются из местного сырья байни. Я уже как-то в прошлых видео рассказывал, что здесь основные три вида сырья в Дзиньшу. Это, собственно, цзитао или цзинь, пурпурная глина, да. Потом, значит, хэйни, черная глина, или хэйляо, еще черное сырье называют. Вот оно, пиала как раз из такой глины. И байни, белая глина. Вот. Байни обычно меньше всего ее по количеству. Вот. Чаще всего из нее делают более какие-то качественные, дорогие изделия. Что мне лично нравится, вот то, что именно вот эту серию из байни сделали как раз цайшао, то есть дровяной обжиг на хворосте. Вот, то есть вот это вот получилось очень похожим, может быть, чем-то, как будто бы чайник по как глазури, но это не глазурь. Вот, это именно дровяной обжиг. Получилось очень оригинально. Тоже такая серия чайников. На них, конечно, минус то, что при дровяном обжиге скрываются некоторые элементы декорирования. Вот это, в принципе, я видел уже на самых разных изделиях и в Исине. Вот, ну вот особо на этих чайниках как раз видно, да, то есть вот здесь вот это отверстие, дупло, да, вот если оно дровяной обжиг, то вот, если такой обжиг, то вот тут видно, собственно, дупло лучше гораздо, детализация. Здесь же детализация вся залита, вот поэтому тут как бы дело вкуса.
То же самое, вот это такой патиной покрытая декорация вот это вот цветочков. Обычно цветочки вот не декорированы, они вот так выглядят, да. Вот, то есть тут есть такие особенности, но кому-то наоборот даже больше нравится именно вот это вот, потому что это тоже, как говорится, йога и дао, да, йога нидзя, то есть есть некий вот вкус, есть некое ощущение, да, то есть кому-то нравится именно вот это вот, именно такой стиль. Мне, кстати, тоже нравится. Таких чайничков, может быть, тоже возьмем. Кстати, в Юнане очень многие используют бонги для курения сигарет. Вот. А тут есть такой бонг, реально бонг, вот, сделанный из дзетхау, из пурпурной керамики, тоже в таком стиле. Из себя красивый. Но так как мы курение не очень поддерживаем, то такое покупать не будем. Вот. Еще всякие разные чайницы, тоже достаточно симпатичные. Вот, но она тоже не в этот раз, а в следующий посмотрим. Вот сейчас сконцентрируемся на нашей главной цели, на очень хороших чайничках.